Всем привет! Сегодня Саша привез чудо-технику, буду учиться косить. О, слушайте, класс! Говорит, будешь косить сама, то мне времени на все не хватает. Ну-ка, а эту скошенную траву мы на огурцы пустим. Посыпем огурцы. Да. Классно. Техника. И получается у нас... Что у нас там получилось? Набрали мы травы. О, Ого! ого. Ну, высыпаем. Целый контейнер. Даже не влазит. Ну, Прикольно. класс. Трава подсохнет и подсыпем наши огурчики. Все, пошла косить. Саша говорит, аж мне захотелось косить начать. Но у него другой работы. Сейчас, может, мне уже и не отдаст ее. Тося? А что Тося боится? Тосю мы, кстати, еле постригли, она же нас не дается, а кусается сразу. Смотрите, идеальный покос. Газон да? Мучается с велосипедом. Колесико себе новое заказал, чтобы гонять по деревне. А я кошу. Видите, как оно, конечно, меленько так косит. Хорошо. Но я вот сняла этот ящик, ну вот сборник этой травы, потому что она быстро забивается. Вот видите, оно ж, ну, не до конца проходит, конечно же, везде. Надо будет потом чем-то пройтись. Вот возле цветника тоже. А тут вот возле прям самого дома даже и ничего так влезло. Вот, а я этот мешок сняла, потому что тут раз-два прошлась, трава большая, она предназначена для газона. Раз-два прошлась и все забивается. И вот, посмотрите, прям к земле. Отличный вариант. Трава подсохнет, я ее... греметь начинает. Вот, я ее так думаю, что в теплице у меня все заслано. Вот здесь вот у меня огурчики в этой теплице, что Саша мне сделал. И мы между огурцами постелим это все. О, огурчики мои, кстати, уже взошли. Вот, посмотрите. О, даже уже следующие листики вылазят. Вот. Я тут накрыла немножко, потому что ночи какие-то холодные. Не поняла, какой-то гриб у меня вырос, прикиньте. Вот это номер. Ого, огурцы, вот. А это какой-то гриб на грядке, ничего себе. Саш, слышишь, у нас в огурцах гриб вырос. Ну, не знаю только какой. В твоей грядке что ты делал? Вот. В общем, Саша с Тосей разбирает велосипед, а я пошла косить дальше. Вот отсюда, кстати, лучше видно, конечно, как хорошо скашивается. Красота! Почти у меня газон, можно сказать. Сделал свой велик, поехал, говорит, надо раскатывать его. Поехал по участку кататься. Дед наш пришел там у себя в вагончике, сидит. Пойдем сейчас проверим, что он там делает. Сейчас, Саша, посмотришь, что у нас за грибы на грядке выросли. Случайные. Ну как? Нормуль? Тяжко, что едет, не знаю. Проскакивают тормоза. Проскакивают тормоза. И Тося побежала за ним. Дед уже, видно, что-то покрасил.
что-то делает. Пойдем посмотрим. О, какое все яркое стало. Это кому? Ничего себе. Ну смотри, это самое, как ее. Что? Подсветка оттуда, когда смотришь, исчисление вот эти вот. А, чуть-чуть отдает. Так ты, наверное, что-то добавил. Скоро тут будет кровать, печка и будет комната. Заросли наши помидоры, которые мы сажали. Видите, как они у меня стали красавцы. Землю мы туда поменяли, на коробки мы посадили и хорошей земли добавили. И теперь надо убирать все лишнее. Вот все лишние эти отростки. Будем делать лысые помидоры. И надо будет уже их подвязать. Я их обрезаю не щадя, все подряд. Оставляю только маленькую, ну, верхушечку саму. Вот так вот. Они совсем видно, да? Пойдем на следующую. Они у меня будут не щадя убранные. Тогда весь рост и все пойдет уже в этот в само цветение. Вот видите, оставляю только верхушки, и то я бы, наверное, даже вот эту убрала, но пока не буду эту ветку убирать, потому что будет совсем лысая. И вот так я начинаю. Я сейчас пойду по этой стороне, потом вернусь на ту сторону. Так, и пройдемся мы сегодня, облысим. Как говорят, облысим все наши помидорки. Потому что они у меня уже стали цвести. И вот эти нижние листья и вот эти все пасынки, которые пошли новые, они уже мне тут совсем абсолютно не нужны. Я хочу, чтобы у меня были большие, хорошие помидоры. Так что поехали работать. Убираем, много убираем. Потом покажу, как это у меня все лысенько и подвязано уже будет. Подвязываю я, беру простыни, рву простыни, привязываю их на верхушки, никаких палок я сюда не несу, ничего не добавляю. Вот. В общем, сейчас все обрежем, все подвяжем, и будет все супер расти. Так, подрезала я все свои помидорки, сделала им стрижечку. Вот, сделаем стрижечку. Довольно так коротко взяла. Я так думаю, что, конечно же, это не последняя ихняя стрижка. И вот привязала их на теплицу саму. Осталась у меня эта еще половинка не сделанная. Надо тоже все подстричь. Тоже подвязать, но они какие-то такие кругленькие, крепенькие. Не знаю почему. Все такие как один на этой стороне, а на этой были уже такие более тонкие, высокие. Уже даже один у меня падал, стелился. И тут еще у меня виноград. Я ему тоже стрижечку сделала. Почему-то завязи у нас нету в этом году. Вот. А так получилось очень даже классненько. Так, а эта половина сейчас у меня пойдет. Вот видно, что они такие какие-то кругленькие, коротенькие, а эти длинные такие, длинные, высокие. Но они тут у меня разного сорта. Так что поехали на другую сторону. Ну вот, покосила я много. Конечно, косить этой тачкой не очень легко. Рука болит. Еще, знаете, когда много чего на участке стоит, все это перекладывай, все это обходи. И в том числе эти ветки, которые мы тут грушу оплетали. Я так думаю, что я сейчас сделаю приятное с полезным. Возьму сейчас эти ветки, сожгу, и будет у меня шашлык. Так что будем сейчас делать костер. Это груша как раз, с груши ветки. И будет супер.
Сейчас она разгорится у меня, перегорит все. И будет хороший жар. Раскочегарились мои ветки. Пускай они горят. А я пойду. Вот есть такой забор. Как забор? Это ворота. Через эти ворота все время бродячие собаки лезут. И вот у меня есть сетка. Сейчас я ее нарежу внизу и возьму на стяжки. Потому что пока папа с Сашей сделают эти ворота, переделают, это пройдет еще, может быть, и не 1 год, потому что все некогда всем. А я сейчас заделаю, и не будет никаких собак во дворе чужих. О, мои ветки догорают, скоро будет шашлык. А пока они догорали, я себе из этой вот сетки сделала внизу заборчик, чтобы собаки не лазили. Своя, да, Тося? И чтобы Тося наша не убегала. А то она, когда видит, кто-то едет на велосипеде, она готова пятки съесть. Вот, поэтому сейчас проверим на Тосе, не пролезет ли она. Но я уже думаю, что она точно не пролезет. Да, Тося? Тося, ты где? Тося, иди сюда. Иди, Тося, иди. Ну что, пройдешь? Иди пробуй. Иди пробуй забор. Ну-ка. Ага. Забрикадировано. Ну-ка. Ага. Все. Зашито. Так, моя трава подсохла. Начали мы выкладывать свои помидорки. Ой, огурцы. Огурцы, посмотрите, какие они уже большие. Я их облаживаю травой. Вот, и посмотрите, какие-то у меня все грибы лезут. Вот тут какой-то непонятный гриб. Вот тут вот, смотрите, на грядке. С чего бы это? Да, вон, смотрите, целая семейка. И там еще грибы вылезли. Вот это прикол. А так огурчики зашли красивые. Хорошо, так повытягивались уже. Вот, сейчас застелю до конца свою грядку. Ночью холодная, им там будет как раз в травке и тепленько. Трава как раз высохшая, потому что сырой нельзя. Все пожгется. Вот, так что застилаем дальше. Ветки. Смотрите, какая красота у нас сейчас будет. О, какой вкусный, сочный шашлык. Оп. Ага, такой жар хороший от груши. 33 удовольствия. Ну, траву я косила. Там, где я не залезла, Саша пошел докашивать. Там, где я не влезла этой тачкой. Вот. Работы сделано сегодня много. Теплицу постригли, полили, подвязали, огурчики накрыли. Нашу сетку сделали. Тося проверена. Тося не пролазит, да, Тося? Заборчик сделали. Шашлыки всем пожарила. Себе жарю деликатес. Спинки куриные. Ну, некоторые тоже у нас в семье любят, но Саша любит мясо. Плеваться костями он не любит. Вот. Так что... Ой. Так что беремся за все. Делаем за один день большую часть. Вот. Саша решил, пока я еще дальше пойду, он, наверное, чуть-чуть возле вот этого своего хлама, потому что тачка я точно не залезу. Вот. Огурчики я вот свои как накрыла красивенько. И тепленько им ночью все равно еще холодные. А им нужно тепло, грибы свои повырывала я. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Была рада вас видеть на своем канале. Пишите, комментируйте, советуйте. Буду рада все прочитать, всем ответить. И до новых встреч в следующей программке. И всем приятного уже ужина. Пока-пока.